Дмитрий хорошо проводил время на рыбалке, как вдруг началась буря. Случилось нечто невероятное, и вскоре он оказался на пустынном острове. Когда он спрыгнул на берег, лицо его сразу побледнело. Дмитрий только собрался снова ловить рыбу, как заметил, что воздух, еще недавно теплый, резко стал холодным. Он понял, что надвигается сильный шторм. Надо было срочно возвращаться на материк. Бросив рыбалку, Дмитрий подбежал к панели управления лодкой, завел мотор и включил компас. Глядя на стрелку, он развернул лодку и дал газ. Судно рванулось вперед, разбрасывая воду. С каждой секундой становилось все холоднее. Через пару минут солнце скрылось за горизонтом, небо затянули тяжелые тучи. Уже темнело, когда Дмитрий направился к берегу, надеясь обогнать шторм, но буря не стала ждать. Небо будто разверзлось, и хлынул ливень. Начался проливной дождь с сильнейшим ветром, который хлестал лодку со всех сторон. Капли были как мелкие ледяные шарики и больно били по коже. Вода заливала глаза, мешая смотреть. Стрелка компаса хаотично прыгала, пока Дмитрий, шатаясь, пытался удержать управление. В лодке уже набралось много воды из-за дождя, и он отчаянно молился, чтобы судно не утонуло. Вдруг небо пронзила молния, на миг осветив море. Сразу за ней грянул оглушительный гром, от которого лодка задрожала. Страх пронизал Дмитрия до костей. Ему оставалось только одно — изо всех сил пытаться добраться до спасительного берега. Вскоре поднялись огромные волны. С криком ужаса Дмитрий резко отвернул лодку как раз в тот момент, когда первая волна обрушилась вниз. Часть воды с силой ударила по судну, отбросив его в сторону и чуть не перевернув. Но он удержался, и лодка выровнялась. Через несколько секунд показалась еще одна волна, гораздо больше и страшнее. Она надвигалась прямо на него, и Дмитрий не успел увернуться. Эта чудовищная волна обрушилась на лодку. Она была такой огромной, что у него не было ни единого шанса устоять. Его сорвало с места, сильно ударило спиной о стойку, а потом выбросило за борт. Вода оказалась ледяной и обожгла тело. Он с ужасом смотрел, как лодка перевернулась и почти сразу начала тонуть. В голове гудело. Видимо, он ударился о какую-то часть судна, когда его выкинуло за борт. Но он изо всех сил старался не потерять сознание и бороться до конца. Когда ему удалось выбраться из воды, все тело нестерпимо болело. Ноги дрожали от усталости, и он упал на колени, тяжело дыша. И все же Дмитрий был благодарен судьбе, что остался жив после такого испытания. Пытаясь отдышаться, он услышал какой-то шорох совсем рядом. Он быстро повернул голову и замер, перед ним была росомаха. Лицо его снова побледнело. Зверь посмотрел на него, почти сразу развернулся и исчез в зарослях. Дмитрий смотрел ей вслед, пока животное не скрылось, а потом медленно опустился на землю. Он еще не восстановил силы. Он не знал, где находится, но твердо решил искать людей, как только сможет. Вскоре он поднялся и начал бродить по острову, надеясь найти хоть кого-нибудь, кто мог бы помочь. Все, что ему было нужно, телефон, чтобы позвонить своей помощнице Светлане и попросить забрать его. Но через несколько минут пришло страшное осознание. На острове не было ни одного дома. По сути, он был здесь совсем один. Ему не встретилась ни одна живая душа, не было никаких признаков жизни. На деревьях росли спелые плоды, многие лежали на земле и сгнили, некому было их есть. Не было никаких следов, кроме его собственных. Это был необитаемый остров. Лицо Дмитрия снова побледнело, когда до него окончательно дошло. Без лодки он даже не представлял, как ему попасть домой. За долгие годы работы рыбаком и предпринимателем он никогда не думал, что окажется в такой ситуации. Никто из его родных не проходил через подобное. Дмитрий происходил из старинной семьи рыбаков и когда-то мечтал продолжить семейное дело. Но, повзрослев, решил идти в ногу со временем. Однако в тот день он снова захотел порыбачить, купил все нужное и вышел в море. К сожалению, из-за того, что поездка была спонтанной, он не посмотрел прогноз погоды. Он так давно не был в море,
что упустил важные детали и дорого за это заплатил. Он оказался бессилен перед яростью волн. Единственное, что спасло его — бревно, за которое он ухватился. И теперь он был пленником необитаемого острова и понятия не имел, как вернуться домой. Он горько жалел, что решил взять выходной. Если бы он пошел на работу, как обычно, то сейчас уже был бы дома. Но он тряхнул головой, переставая себя жалеть. Он обязательно найдет выход. Это лишь вопрос времени. Он продолжал бродить по острову, стараясь найти хоть что-то полезное. Когда проголодался, стал срывать плоды с деревьев и есть их досыта. Животное убежало и скрылось в лесу, но Дмитрий продолжал идти. Он ел фрукты на ходу, поглядывая, где росомаха, и замечал, что деревьев становится все больше. Он понял, если собрать ветки, можно развести костер, но у него не было ни инструментов, ни огня. Он был совершенно беспомощен, застрял в одиночестве. Единственное, что хоть как-то его отвлекало, это поиски росомахи. Когда он углубился в лес, случилось ужасное. Земля вдруг ушла у него из-под ног. Почва провалилась, и его окружила непроглядная тьма. Мир исчез, когда он рухнул в какую-то подземную пещеру. Им овладела паника, он закричал, легкие горели. Пытаясь выбраться, он начал карабкаться вверх, впиваясь голыми пальцами в рыхлую землю с отчаянной силой. Каждое движение давалось с трудом, пальцы сводило судорогой, а они кровоточили, пока он разгребал грязь. С каждым мучительным сантиметром усталость росла, но он не сдавался, его вело одно желание — выбраться. Наконец, после того, что казалось вечностью, он увидел слабый лучик света. Собрав остатки сил, он подтянулся и вылез наружу, вытаскивая израненное тело из ямы. Когда Дмитрий, задыхаясь и весь в грязи, оказался на поверхности, он встретился взглядом с росомахой. Она металась туда-сюда, глаза у нее были дикие и встревоженные. Вдруг она рухнула на землю, перекатилась на бок и издала пронзительный писк. Ее тело напряглось, лапы судорожно впивались в землю. С ужасом Дмитрий понял, что росомаха беременна и у нее начались роды. Движения становились все резче, крики громче. Вскоре начались роды, и через 20 минут появился первый детеныш. Она тщательно вылизала его, потом снова заходилась, и еще через 30 минут родила второго. Дмитрий молча смотрел на это чудо, не в силах пошевелиться. Он с трудом верил в происходящее. Сначала шторм, потом остров, потом провал под землю, а теперь роды дикого зверя. Это было похоже на кошмарный сон, но, ущипнув себя, он понял, что все по-настоящему. Еще через 20 минут появился третий детеныш, но он родился мертвым. Мать обнюхала его, потом занялась двумя живыми, облизывая их и настороженно поглядывая на Дмитрия. Он видел, что она истощена, голодна и хочет пить. Он бросился за рыбой, понимая, что ей нужно восстановить силы. Когда вернулся, росомаха сначала оскалилась, но была слишком слаба, чтобы нападать. Он терпеливо ждал, пока она наконец не приняла рыбу и жадно не съела ее. Наблюдая за этим, Дмитрий думал, как она выжила на острове, чем питалась, сможет ли выкормить детенышей. Он понял, что теперь отвечает не только за себя, но и за этих зверей. «Я вернусь, обещаю», — тихо сказал он. Росомаха посмотрела на него так, будто поняла. Он продолжил путь и вскоре наткнулся на лодку, было видно, что ее недавно обслуживали. Поднявшись на борт, он понял, это его шанс. Там же он нашел упаковку бутылок с водой, словно оставленных специально для него. Он выпил одну за другой, чувствуя, как вода возвращает его к жизни. Третью бутылку он взял для росомахи, налил воду в миску и осторожно поставил рядом. Пользуясь компасом, он проложил курс домой. Через несколько часов он доплыл до городского причала, где его встретил управляющий Олег. «Слава богу, вы живы!» — воскликнул тот и сказал, что помощница Светлана уже объявила его пропавшим. Услышав историю про лодку, Олег объяснил, что это государственное спасательное судно. Дмитрий рассказал о росомахе, и вскоре организовали спасательную операцию. Команда вернулась на остров, где нашли мать и детенышей, но один малыш погиб. Дмитрий не смог сдержать слез.
Ветеринар осмотрел животных и объяснил, как росомаха могла оказаться на острове и выжить даже во время шторма. Дмитрий был поражен ее силой и назвал ее Никой, в честь решительной героини из мифов. Когда солнце клонилось к закату, зверей осторожно подготовили к перевозке. Дмитрий чувствовал глубокое удовлетворение, понимая, что его испытание принесло важные уроки. Он знал, теперь он никогда не выйдет в море, не проверив прогноз погоды. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.